Всем привет! Сегодня я забрал свой сертификат о положительной сдаче государственного языка по польскому языку на уровень B1, и для меня это большое достижение, потому что я подготовился и вообще все это провернул за 3 месяца, приехав в Польшу в апреле 2024 года, и в июне 2024 года я уже пошел на экзамен. Каким образом все это у меня получилось? Как я готовился, как проходил сам экзамен, все части опишу подробно из своего личного опыта, расскажу какие-то приемы, которые помогли мне положительно и успешно подготовиться и сдать вот этот экзамен. Итак, начнем с того, для чего может быть полезен вообще подобный сертификат B1. Дело в том, что когда у вас есть на руках сертификат о сдаче экзамена на уровень B1, вы можете подаваться в Польшу на гражданство, ну, естественно, при наличии других документов. То есть, если у вас есть основания для подачи на гражданство, без этого сертификата вы не подадитесь. Там еще есть какие-то варианты иметь, в общем, диплом образования. Он заменяет этот самый сертификат, но если у вас нет образования в Польше, то вам нужно сдать непосредственно этот государственный экзамен и получить вот этот сертификат. На резидентство, кстати, котируется еще один экзамен, про него будет отдельное видео, и у меня есть вообще мысль сходить, попозже, в следующем месяце он будет проходить и сдать еще тот экзамен. Вкратце моя история. В апреле 2024 года мы переезжаем с семьей в Польшу, возвращаемся, скорее буду сказать, в Польшу, потому что до этого мы уже здесь жили. На 4 года мы уехали зимовать и задержались на острове Бали и вернулись только вот в апреле вот этого года. Я пошел к моему специалисту по легализации, мы общались, я планировал сдавать экзамен где-то через год после того, как мы приедем, весь этот год учиться, а мой специалист по легализации посмотрел мой кейс и сказал: ты чё, какой год? Просто взяла меня и вот так вот и вытолкнула, говорит: иди прям вот в июне будешь сдавать экзамен. Я вообще-то говорю: какой экзамен? И мы только приехали, я только день добрый, прzepraszam, знаю по-польски. Как она сказала, если нужно, просто берешь себя в руки, собираешься, подготавливаешься и идешь, сдаешь. Мне слабо верилось в эту историю, потому что я знаю большое количество людей, даже среди наших подписчиков, не только с этого канала, а подписчики из Instagram, те, которые живут в Польше, годами живут здесь, и они, конечно, удивились моему решению, потому что они годами живут и не ходят, не сдают, потому что волнительно, страшно, кажется, что это очень что-то такое прям мега серьезное. Это на самом деле мега серьезное, но не такое страшное и не такое сложное, как кажется. Собственно, в этом видео буду подробно об этом и рассказывать, попутно мотивируя вас не бояться этого мероприятия и пойти как можно скорее записаться и сдать этот экзамен, потому что это мега реально. Вот, пожалуйста, живое подтверждение, и вот уже мой сертификатик. Мотивировав меня и практически пинком волшебным вытолкнув меня на это решение, мой помощник по легализации дал список рекомендованных школ, которые гарантированно хорошо готовят. Вот я честно просто взял, позвонил в первую попавшуюся школу, договорился о встрече, сказал: приеду на следующий день. Место расположения локации школы понравилось, я туда съездил, сразу зашел в гости к директору школы, мы пообщались, я сказал свой кейс, сказал, что вот так и так, мне с нуля нужно подготовиться. Они, конечно же, сказали, что чувак, ты как-то чрезмерно оптимистичный, но почему бы и не попробовать, если ты настроен. В общем, я там сразу в этой школе взял пакет обучения на дневное, на онлайн, и еще взял несколько занятий у репетитора, очень крутые преподаватели. И так вот, именно с этим репетитором и произошли самые главные трансформации, подготовительные или модификации, или, в общем, короче, процессы. Ну, на самом деле, подробно останавливаться о процессе подготовки к экзамену я не вижу смысла, потому что я делал уже большое видео. Его советую посмотреть, если вы собираетесь пройти весь этот путь. Сейчас я просто вкратце еще раз повторю, что записавшись на офлайн А2 курс, где я практически с нуля, пропустив А1, имея какой-то очень-очень отдаленный бэкграунд 6-летней давности, где я просто заучил пару предложений, когда проходил первое собеседование в Ужонде. И с этим уровнем я пришел на офлайн А2, но что-то пытаясь там из контекста что-то вырвано ковыряться в этой грамматике, было адски сложно. Также параллельно я взял онлайн подготовку к экзамену. Это именно курс подготовки к экзамену. Там по вечерам вы созваниваетесь онлайн, и вам рассказывают, как проходит экзамен, как пишутся объявления, заявления, как пишутся письма, как это все оформляется, потому что не столько важно знать на этом экзамене сам язык, как вот много технических мелочей, которые вы просто не можете знать, если вы не жили, не варились. Такая чисто техническая часть оформления, официальное оформление всяких форм письменных. Также это с описанием картинки. Короче, вот это все делали на онлайн занятиях, это круто. Там тебе все равно это что-то вот, ну, на
бэкграунд, на фон откладывается очень много полезной информации. Но самая главная фишка происходила у меня с репетитором. Я 4 или 5 занятий взял, и там мы с ней проработали письменную часть, что является самым сложным. И официально вот говорю вот для всех, кто вот практически тоже с нуля, что все остальное это очень мега реально сдать. Как мне сказали друзья и знакомые до того, как я пошел на экзамен, которые уже проходили этот путь, сказали, что этот экзамен не столько на знание языка, как на IQ, и это действительно так. Что сразу могу сказать белорусам и украинцам. С бэкграундом украинского и белорусского языка, даже если вы на белорусском, как я, свободно не говорите, потому что, так вот в школе у нас после 7-го отменили, но я его помню, и много всяких слов, похожих слов в украинском, белорусском языке перекликаются с польским, упрощает просто в разы, вот, допустим, чем тем же людям из России, которые вот не знают значения многих слов. Так вот, это является огромным преимуществом белорусов и украинцев, что большинство частей экзамена проще сдать, потому что польский язык во многом перекликается с вашим родным. Также при расстановке предлогов и сами предлоги, они тоже во многом очень похожи. И это преимущество очень сразу хорошо чувствуется в части понимания на слух. Оно вообще у меня сдано на 97%. 97% понимания на слух, потому что, повторюсь, когда есть бэкграунд украинского и белорусского, то есть все прекрасно понимаешь и расставляешь там все по пунктикам. То есть там просто слушаешь и выбираешь правильные пункты. Это несложно. Готовиться к нему советую просто смотреть вот максимально много фильмов, передач, YouTube на польском. Я смотрел польских блогеров, нарабатывать эту наслышанность. В принципе, несложный раздел. Грамматика. Там тоже тесты, где нужно подчеркнуть, выбрать окончание и так далее. Тоже вот выбираешь из имеющихся вариантов. Вот оно у меня на 62%. То есть это не очень вариант. Главное выше 50, чтобы каждый раздел был сдан на выше, чем 50. Так вот, грамматика у меня 62. Но грамматика это на самом деле непростая история. Там вот эти окончания. То есть тут уже бэкграунд украинского и белорусского мало чем помогают. Здесь нужно понимать польскую грамматику. И это я вот как-то там худо-бедно ковырял на офлайн курсах, вот на офлайн обучении, когда ходил, делал эти тесты. Там вот эти окончания. Польская грамматика непростая. Сами поляки говорят, что польский язык грамматика, чтобы вот прямо знать его прямо вот очень хорошо. Действительно, грамматика сложная. Вот. И интересно мнение поляков. У нас смотрят многие поляки, многие классные, добрые, адекватные поляки смотрят. Вот как ваше мнение, сложная или простая ли грамматика вообще в целом польская? Мне кажется, что достаточно много людей напишет, что сложная. Готовиться к этому разделу, конечно же, нужно просто много делать вот этих упражнений, которые проходите с преподавателем вот на обучении А1, А2. Ну, желательно на А2 ходить сразу. Если есть время, то надо сначала А1, А2 и дома просто это повторять. Следующее – это понимание текста письменного, то есть вы читаете, что написано, и из него выбираете потом ответы на вопросы, тоже вот просто подчеркиваете или обводите, или ставите галочку. Здесь тоже очень сильно помогает бэкграунд белорусского и украинского языка, наслышанность, понимание, вот эти предлоги. В принципе, достаточно тоже простой раздел. И вот итого уже эти 3 раздела, готовиться к ним, еще раз повторяю, обязательно много слушать, смотреть всяких ютубов, фильмов, все на польском. И желательно, конечно, заниматься вот в какой-то группе, чтобы у вас был преподаватель, который может корректировать, давать задания, исправлять, нежели чем при самостоятельной подготовке. Следующая часть самая сложная, и вот к ней действительно нужно подготовиться, как я и сказал. Мы это делали на дополнительных занятиях с преподавателями школы. Я взял дополнительные занятия, мы вместе вдвоем собирались. Этот раздел я сдал всего на 57%, то есть на тоненького прошел. Но я считаю, что для человека, который за 3 месяца подготовился, достаточно неплохой результат, но тем не менее факт есть факт, результат очень скромный и практически вот на границе. Как мы готовились? Мы с преподавателем разработали личную вот такую персональную схему, темы, которые для меня максимально простые, они для каждого человека свои, я так полагаю. Вы готовите 5-7 текстов на разные темы с преподавателем, лично прорабатываете, потом вы их много раз пишете, практически заучиваете, и из этих текстов как конструктор можно составить практически любой текст на любую тему.
условно. Если у вас один из текстов есть описание человека, ну, к примеру, вы делаете описание лучшего друга или описание папы или мамы или описание супруга, то если у вас попадется описание коллеги по работе, вы можете, заменив просто обозначение, что это описание человека не супруги, а коллеги по работе, потому что, ну, проверяющие не знают, то есть сам факт. Как в моем было случае, я готовил текст о путешествиях, мы как раз вот только приехали из Бали, и для меня это была самая такая актуальная тема, мне легко было именно вспоминать сначала даже на своем языке, чтобы потом уже в голове переводить на польский язык, как это все проходило, как это все, вот эти свежие эмоции, и мы готовили просто рассказ о путешествии. И у меня выпала вот похожая форма, что я пишу e-mail своей кузине о том, как провел только что выходные. Все, оно комбинируется. То есть вы, получается, делаете вот эти 5, 7, 8 текстов, ну, вы их заучиваете, и потом как мозаику из них складываете. И вот все вот эти складывания мозаик, как вот эти заученные тексты трансформировать в нужный вам текст, который точно как под кальку не подходит, но вы можете из этого выдернуть. Все это делали мы на дополнительных занятиях с преподавателями. И это действительно сыграло самую важную роль. И следующий, последний раздел — это разговорный экзамен, которого боятся вот максимально все. Я тоже прям боялся, вообще вот волновался, потому что, конечно же, языковой барьер, 3 месяца живу, какой польский, о чем идет речь, да? Вот, но тем не менее, пока ты все это готовишь, пока ты все это слушаешь и смотришь эти фильмы и много-много пишешь, у тебя автоматически откладывается в голове. Это самый крутой способ научиться просто погружение, полное погружение. Кстати, очень многие советуют читать книги, даже вот простые. Мы сейчас покупаем детям польские книги и пытаемся тоже читать, оно откладывается. Ну и, конечно, практика. Если у вас есть окружение польское, то просто окунайтесь в него, пускай максимально вот из вас этот барьер растворяется. Потому что действительно очень сложно. Некоторые люди хорошо знали. Вот у нас была женщина, которая волновалась настолько, что она просто не смогла говорить из-за барьера. Хотя она, в принципе, говорила там не хуже, чем я. Что очень важно, кстати, эта школа является провайдером экзамена, то есть официальный провайдер государственного языка, лицензированный. И в этой школе принимают экзамен учителя этой же школы. Только из других городов. Лично я, то есть нет такого, что я учился и у меня принимает этот преподаватель, нет такого. Но тем не менее, это из этой школы, из этой всей большой сети. Сразу могу сказать, что никто не нацелен на то, чтобы вас засадить или сделать вам плохо, или поставить вам двойку. Особенно вот у нас такой бэкграунд из СНГ, да, нам кажется, что мы сейчас придем и там все, что там, двоечник, опять не выучил, садись, голову дома забыл, садись, 2, выгони, там, пошел вон из класса, да, вот этого нет, этого нет. Они даже помогают. И вот разговорный экзамен был просто настолько приятным сюрпризом, что ты садишься и ты проводишь диалог с экзаменатором. И они начинают, они не сидят, не ждут, что ты тут, что тут, давай, показываем. Нет, они начинают вести с тобой диалог, помогают тебе, направляют тебя, то есть они за тебя не отвечают, нужно что-то говорить, и там самое главное не молчать. И все проходит достаточно вообще спокойно и в такой, знаете, располагающей, дружелюбной обстановке, и это сразу вот в первой секунды у тебя такой, камень с души, ты просто садишься и общаешься. Вот. Но это конкретно в этой школе. Я знаю, многие мои знакомые, кстати, сдавали одновременно со мной в других школах. Вот один знакомый не сдал, другой тоже сдал, но рассказывали разную обстановку. В этой школе вот такая благоприятная обстановка все-таки влияет, наверное, как-то глобально, что вас принимают преподаватели из этой же школы. Хотя никаких поблажек никто не делает, но просто сама обстановка очень, разряженная, классная. Плюс у них организация экзамена, вот я рассказывал тоже в том видео, уже как учился и сдавал, тоже, классная организация, кофе, чай, печеньки, то есть все вот, в классном таком бизнес-здании проходит, классной аудитории, водичка, уровень проведения высокий, вот вообще нет никаких претензий. Возвращаемся к устному экзамену, потому что там не только диалог, там еще описание картинки. Как я уже упомянул ранее, я ходил на онлайн вечернюю подготовку, и там тебе рассказывают, как именно нужно подготовиться к описанию этих вещей. Тебя обучают на онлайн, и вот сейчас я вам рассказываю, что обязательно нужно просто употреблять такие термины, допустим, на переднем фоне. Сначала ты даешь полное описание, общее описание. На этой картинке я вижу счастливую семью, которая сидит у камина и радуется жизни, празднует какой-то праздник или просто проводит вечер вместе.
На переднем фоне я вижу вот это, вот это, вот это, на заднем фоне я вижу это, в правом углу это, в левом углу. Не обязательно каждый левый, правый, верхний, нижний, но примерно вот эти термины тоже нужно проговорить, это все заучивается, это все, вот это ты можешь подготовить, там в правом углу, в левом углу, вот эти обороты обязательно нужно знать, это все, повторюсь, вот эти все вещи, как и к письменному тоже, как оформить заявление, там, объявление, вот эти моменты, детали, как подпись официальная, там, как заявление там об увольнении или как составить резюме. Технические вещи объясняли нам на онлайн-подготовке. И вот картинку описывать достаточно несложно. Бывают сложные картинки попадаются. Вот мне попалась очень крутая, там мама с дочкой просто в парке пили апельсиновый сок. Ну и все, ты начинаешь просто вот по этой схеме, как я сказал, общее описание, на заднем фоне то. И самое главное, вот самый главный совет, самый главный вот лайфхак. Если вы не видите или у вас в голове нет ничего конкретно, что еще сказать по картинке, главное не закрывать рот и не сидеть и не тупить. Очень важно говорить. Я, допустим, описал, у меня особо не было ничего, там мама с дочкой пьют апельсиновый сок, улыбаются, и ты начинаешь описывать эмоции. Ты можешь вполне начать говорить им, что вот мне кажется, что они только что приехали из дома, где они вместе готовили этот пикник, но... Любая ерунда сойдет, если ты начнешь это говорить, то, что ты знаешь. То есть ты начинаешь говорить просто все, что знаешь, но там домысливать условно. Вот мне кажется, что они вот улыбаются, потому что у них сейчас классный уикенд, у них там, допустим, сейчас вот выходной, и у них есть время провести вместе. То есть, как это по картинке можно понять? По какой причине улыбается, не знаю, но это я так считаю, это мое мнение, и ты его озвучиваешь. И когда ты его озвучиваешь, то ты говоришь. В разговорной самое главное не молчать. Помимо описания еще есть, тоже нужно описать ситуацию или просто рассказать свое мнение по поводу какого-либо явления. У меня вот нужно было описать ситуацию на тему проблемы мобильных телефонов у молодого поколения. Ну и тут тоже главное, у тебя уже есть наслушанность, ты готовил письменно тоже, вот это здесь может помочь ваша подготовка к писанию. Все, что ты можешь притянуть, все, что ты знаешь и косвенно можешь притянуть к этой теме, ты говори. Вот если это даже технически не относится к теме, ты опять же можешь спокойно сделать прием, что вот мне кажется, вот мое мнение, да, вот мое мнение, что проблема с мобильными телефонами кроется в одиночестве, да, и начинаешь про одиночество. А если ты писал, допустим, тему про одиночество, вот у тебя есть что-то там вот из наработок, короче, просто переворачиваешь это и уводишь в ту сторону, куда тебе нужно. И если ты будешь говорить складно и высказывать свое мнение, даже если оно может быть местами не совсем прямо конкретно в эту тему, то это будет окей, и это все будет хорошо защищено. И вот я наговорил на устную тему вот 87%, хотя 3 месяца как только приехал, и вообще у меня не было окружения, просто вот тупо на просмотре фильмов, на писании, на общении в школе с преподавателями, вот и все. То есть все очень реально, все зависит от вас, от вашей мотивации. Если вам нужно, то вы спокойно можете брать, готовиться за полгода или сколько вам там нужно, за пару месяцев условно идти, сдавать, записываться на этот экзамен. Кстати, когда ездил забирать сертификат, мне руководство школы рассказало, что сейчас очень активно люди записываются и сдают другой экзамен, который идет на резидентство. Он не котируется на гражданство, но на резидентство котируется. Они поздравляли меня с моим успешным опытом. Я очень им благодарен, что они меня так подготовили. Мы пообщались, и я у них спросил, почему бы нам не сделать скидку для наших подписчиков, для людей, которые хотят сдавать экзамен на резидентство, а также на любой пакет обучения в данной школе. На очную офлайн подготовку вы получите скидку в 5%, на онлайн подготовку вечернюю вы получите 5%, на экзамен на резидентство вы тоже получите 5% по промокоду «Приют». И мне кажется, что это новость заслуживает, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. А если нет, то напишите, почему не заслуживает. Почему бы и нет. В описании будут контакты, ссылка на школу, промокод. Если нужно, забирайте, пользуйтесь и не бойтесь идти на сдачу языка, потому что это более чем возможно. Я желаю вам успехов, а я буду заканчивать это видео. Увидимся в новых. Пока-пока.